проект «Галактикус». Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодня я вам расскажу о самом титулованном клубе Испании «Реал Мадрид». «Реал Мадрид» стал легендой мирового футбола от уличных игр в начале 20-го столетия до самого титулованного клуба Лиги чемпионов. С вами Галя Карен, я провожу экскурсии в Барселоне. Приходите, и, кстати, могу провести вам экскурсию в футбольном клубе «Барса». История клуба началась 6 марта 1902 года. Руководителем был Хуан Падрос, и клуб назывался «Футбол Клуб Мадрид». Уже через 2 года клуб выиграл Кубок Испании, и в 1920 году король Альфонсо XIII присвоил клубу титул «Реаль», что значит «королевский». Так появился «Реал Мадрид». В 20-е и 30-е годы прошлого столетия Реал Мадрид становится сильнейшим клубом страны. Он выигрывает дважды чемпионат Ла Лиги в первые годы ее существования. И именно в это время формируется дерби с клубом Барселона, которое навсегда становится символом футбольной Испании. Историю клуба можно разделить на несколько эпох. И одна из них – это эпоха Сантьяго Бернабеу. Это 40-е и 70-е годы прошлого столетия. Он возглавил клуб после гражданской войны. Он построил стадион и создал инфраструктуру мирового уровня. Кстати, я недавно была в Мадриде и снимала ролик в самом музее на стадионе. Вы можете ссылку найти в описании. Также я снимала ролик про сам Мадрид, он выйдет скоро, следите, пожалуйста, за анонсами. В 1956 году стартует Кубок Европейских чемпионов, и Реал Мадрид выигрывает его аж 5 раз подряд. То есть клуб становится клубом европейского уровня, а такие игроки, как Ференцо Пушкаша и Альфредо Ди Стефано, принесли клубу мировую славу, и клуб становится клубом мирового уровня. В 80-е годы символом Реала стала легендарная пятерка стервятников, молодые воспитанники клуба: Эмилио Бутрагеньо Мичел, Мартин Баскес, Мануэль Санс и Пако Льоренте. Свое прозвище они получили благодаря хищной манере игры и стремительным атакам. С пятеркой стервятников Реал выиграл 5 подряд чемпионатов Испании, кубки УЕФА и множество других трофеев. Начало нового тысячелетия принесло клубу проект «Галактикус». Суть его состояла в том, чтобы каждый год покупать звезду мирового уровня. В это время в команде играли Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Криштиану Рональдо, Дэвид Бекхэм. Это было не просто футбольное зрелище, это было шоу. В это время Реал завоевывал трофеи и собирал фанатов по всему миру. Еще одной важной вехой в истории клуба является эра Криштиану Рональдо и Зинедина Зидана. В 2009 году в клуб пришел Криштиану Рональдо, и за 9 лет он стал лучшим бомбардиром в истории клуба и вместе с клубом выиграл 4 лиги подряд. Под руководством Зинедина Зидана клуб выиграл 3 трофея подряд и стал лучшим клубом в Европе. Кстати, Криштиану Рональдо имеет свой музей на родной Мадейре. Это единственный спортсмен, футболист, у которого есть свой собственный музей. У остальных футболистов собственного музея нет. В основном это музей команд. И вы можете посмотреть ссылку в описании, так как у меня уже есть ролик по музею Криштиану Рональдо. И вы видели уже кольцо Джорджины Родригес, которое он подарил ей на помолвку?
Сегодня Реал Мадрид – это 35-кратный чемпион Испании и 14-кратный победитель Лиги чемпионов. На стадионе Сантьяго Бернабеу завершается грандиозная реконструкция, а молодые звезды вроде Винисиуса, Беллингема и Мбаппе уже пишут новую главу истории клуба. Реал по-прежнему остается клубом королей и символом футбольного величия. Надеюсь, вам понравился обзор по клубу Реал Мадрид. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и приходите на мои экскурсии. Я провожу экскурсии в Барселоне. С вами Галя Карен. До новых встреч. Пока-пока.